Кто чем в эти дни занимался, знаете, кто работал, а кто расслаблялся. Но настоящий патриот не может расслабляться, пока Родина в опасности. Настоящий патриот идет и блокирует. Настоящий патриот идет и разблокирует. Настоящий патриот идет и закрывает российские банки. Ну, дочки российских банков в Украине. И закрывает в Краматорске Сбербанк. Бо вже третій рік на нашій країні йде кровопролитна війна. Вже третій рік країна-агресор володіє нашими територіями України. И я смотрел на этого парня и невольно так сопоставлял, думал, где я его уже видел. Только постаревшего. А вспомнил. Вперше за час існування української держави відбувся перелом, коли кількість прихильників Так и вижу эти объятия. Сынок, сынок, где ты был все это время? Но сынок тем временем рассказывает, что законными методами они остановят эту вакханалию, а именно работу российских банков в Украине, в частности в Краматорске. Вокруг стоят люди, я думаю, это люди как раз таки из Краматорска или нет. Потому что если из Краматорска, то у них должна была зародиться мысль, а не в этом ли банке работает мой сынок? А не в этом ли банке моя невестка работает? Но так как таких мыслей не появилось, то или все родственники безработные, или повезло и в банке никто не работает, или они все-таки не из Краматорска. Громада, ми, патріоти України, своїми власними зусиллями допоможемо зробити законні. Включается второй оратор из Азова, и он говорит, что эта акция предупредительная, и если что, мы повернемося. Ну, имеет в виду, мы повернемось, то есть, значит, мы вернемся. Тому сьогодні це є акцією попередження. Ми обіцяємо, що ми повернемося і закриємо цей банк повністю. Внимание, говорит, сейчас это, говорит, предупреждение. Последнее предупреждение. А зараз це просто попередження. Це останнє попередження. После того, как молодой человек говорит, что это последнее предупреждение, он говорит, что в Краматорске еще не было предупреждений. И это, говорит, последнее китайское предупреждение. В Краматорську ще не було ніякого попередження. Це, можна сказати, китайські станції. Кто-нибудь сыночку объясните, что последнее китайское предупреждение, значит, что до этого было много предупреждений. Это когда на территории Китая летали там американские самолеты, а Китай делал предупреждение. Последнее предупреждение. И таких предупреждений было там 100 или 200. Тому скоро ми повернемося та вже повністю заблокуємо. І цей банк закриється раз і назавжди. До глибини душі. И их же учат, я думаю, там ораторскому искусству вот это вот. Один замолкает, второй начинает до глубины души, а второй отворачивается к стене и начинает что-то там секретничать. Вражає цей цинізм. І я не розумію, як це розуміти, коли приходить платіжка за послуги, за світло. І написано Сбербанк. О, тут тоже интересно. Приходит платежка и на ней написано Сбербанк. Я не понимаю, как это понимать, он говорит. Коли люди йдуть платити до Ощадбанку, а платіжки мені присилає Сбербанк. Как это не понял? Платежки приходят из Сбербанка, а платить надо в Ощадбанке. О чем ты, сына? Куди це годиться? Третій рік іде війна на Україні, гинуть наші люди. Досить толерантності, досить збагати на це, що це не мої проблеми, давайте там розберемося. Ну, это речь, по всей видимости, для того, чтобы просто привлекать внимание ко второму парню, который должен развернуться. И вот он разворачивается. Це наш дім. Ми тут господарі. Лицо его просто бесценно. Да, что такое? Не орит. Надо спасать ситуацию, потому что дидьё и бабьё начинает орать ганьба. Ганьба! Ганьба банку окупанту! Слава нації! Ну все, здесь уже сбоев не будет. Слава нации, смерть ворогам. Это знает даже ребенок. И дальше молодые люди занялись тем, что они умеют лучше всего в жизни, а именно порчей. Это ж не дерево, правильно, которое ты, даже дерево можно убить. Когда-нибудь, через 3000 лет, какой-нибудь человек откопает плитку от этого банка и увидит эту настенную живопись и поймет, что когда-то на территории Украины были существа разумные.
Лично меня радует, когда в этих акциях участвуют реально пенсионеры. Это показывает мне, что патриот не обязательно молодой, а пожилой патриот при помощи телевизора, он тоже всегда пойдет наклеить свою наклеечку, сделать что-то нужное для страны. Хорошо бы здесь что-то такое поэтичное, потому что в тишине клеить наклейки, знаете, туповато выглядеть, а музыку они с собой не захватили. Я коза, батько, Тарас! Я даже помогу музычкой, друзья. Я коза, батько, Тарас! Вера, воля, и вы верите в то, что сейчас... Я коза, батько, Тарас! Вера, воля, правда в нас! Я коза, батько, Тарас! Вера, воля, правда в нас! Слава нації! Слава нації! Україна! 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 Там, кстати, мелькают лица такие чисто арийские, я смотрю, представители ариев. Ну и, конечно же, по концовке, как не засрать всю территорию. Настоящий патриот, засри все. Краматорск вообще в последнее время радует, знаете, потому что там выходят митинги, к примеру, в поддержку блокады. Выходят митинги и против блокады, и в поддержку. И как вроде злые языки говорят, что в поддержку блокады, знаете. Их, просят выйти, там, люди такие, типа, там, Таня Черновол. А те, которые против блокады, они искренне, но их свозят все-таки от их предприятий. Чужой против хищника. И опять, сплошная молодежь. Заметили, что с одной, что с другой стороны. Я думаю, что эти люди достойны того уровня жизни, в котором они живут. Споем, бабушки. Ну и дальше это выступление человека, который за блокаду. Я его назову патриот-фаталист. Потому что он рассказывает, что мы все умрем, и даже если у вас маленькие дети, они вырастут, и они все равно умрут. Завтра это будут ваши дети, не дай бог. У кого маленькие дети, они тоже вырастут, их тоже убьют. Это ж сколько они воевать собрались, если маленькие дети вырастут, их тоже убьют. Ну дальше он рассказывает, что он-то был раньше ватой тоже. Я тоже не всегда был патриотом, 3 года назад я был ватой. А потом свалялся и стал уже тампоном. И мне было все равно, что происходит. Я катался на лыжах, ездил в горы, ездил на море, на дачу, отдыхал, и мне было пофиг все. Если ты катаешься на лыжах, ездишь на море, отдыхаешь, тебе пофиг все, значит ты вата. К слову. Вот это уровень ораторов. Я вам показал там, я показал здесь, но люди ж слушают. Вы представляете, если им забросят оратора, который на 1% хоть понимает, о чем он говорит? Что тогда будет? На меня работали люди. Но сейчас я знаю, так нельзя. Дальше так нельзя, мы все умрем, все. Я же говорю, фаталист. Ну и для того, чтобы уже прихлопнуть вот этих вот собравшихся, чтобы они совсем уже погрустнели, Вовка Путин сбросит атомную бомбу. Рано или поздно Вовка Путин, за которого вы там сейчас кричите, бросит сюда атомную бомбу. У нас не будет всех, и нас, и вас. Мы умрем, я умру, ты умрешь. Я умру за Украину. Слава Украине! Ну и пока там судили, рядили, пока вдруг Порошенко диаметрально противоположно все изменил свое отношение к блокаде и вдруг сказал, да, это хорошо, в общем, чтобы умирать было веселее, МВФ уже не обсуждает выделение очередного транша, а без транша вы У всьому винна блокада. Стало відомо, через що Міжнародний валютний фонд переніс розгляд питання про виділення $1 мільярда Україні. Нагадаю, вже завтра, 20 березня, Міжнародний валютний фонд мав вирішити, чи надавати Україні 4-й кредит. Його розмір – $1 мільярд. Международный валютный фонд 20 марта не будет рассматривать выделение очередного транша Украине. Вопрос сняли с повестки дня. Об этом свидетельствует расписание заседаний, опубликованное на сайте МВФ. Ну, а без траншей трындец, потому что надо отдавать проценты за предыдущие транши. В общем, вот так вот. Я ожидаю, что в скором уже будущем, в самом ближайшем будущем будет сказано, что блокада это ужасно, это просто плохо. Если ты патриот, разблокируй. Если ты любишь свою страну, то разблокируй. Разблокируй, разблокируй.
заблокирую, и ничего страшного, что торгуешь с тем, против кого постоянно зовешь воевать. Когда транш горит, сознание, знаешь, меняется, и на все начинаешь смотреть немножко по-другому. Ждем заявлений Пети. Пока!